Друзья, всех приветствую. В работе был iPhone XR, уже починил, все работает. Несколько неисправностей, телефон не включался, было короткое замыкание по первичке, сгорел чарджер, пришлось еще устанавливать сетку. Вот, цена вопроса все обошлось в 10К. Ремонт в принципе завершен, сеть видит, мой серийник присутствует, модем. Я частично ролик заснял, так как аппаратом не было времени заниматься, но на постоянной основе. Аппарат принес мне мой знакомый, вот, и дал добро, чтобы я им занимался в тот момент, когда мне комфортно работать, то есть есть свободное время. Также по этому аппарату есть история. Он предварительно был сдан по гарантии, но в гарантии отказали. Здесь был вот такой вот сколик на экране, и его списали по гарантии. Далее аппарат человек отнес в наш местный сервис по городу, не называть не будем. Вот, и там аппарат видно, что вскрывался, но ремонту никакого не придали, то есть кроме как поднятия дисплея ничего не делали. Вот, на этом, в принципе, я думаю, болтовню мы заканчиваем, и давайте посмотрим, что в итоге делали с этим аппаратом. Ну и продемонстрирую, что он, естественно, звонит. Так, там еще был ремонт у нас по сети. Вы позвонили в сеть. Все отрабатывают, все красиво. Камера Face ID работает, я уже лицо зарегистрировал. И, как видите, разблокировка происходит. Face мы потом удаляем после своих работ и выдаем клиенту на руки. Ну, в общем, давайте посмотрим, что было. Не забудьте поставить лайк и комментарий для продвижения ролика. Всем хорошего просмотра. В работе у нас iPhone XR. Телефончик пришел с другого сервиса после отказа в ремонте. Точнее, было сказано, что неисправна материнская плата. Дисплейчик снял, подкинул питание, и по питанию у нас есть большущее потребление. Это говорит о том, что у нас есть в первичных цепях короткое замыкание. И по схеме сейчас покажу, куда они уходят, и в первую очередь, почему будем смотреть в ту сторону. Плату будем сейчас извлекать. У нас греется вот эта часть. Так, тепловизор включаем. Сейчас. Столик не буду на весу покажу, потому что тут, в принципе, достаточно все не так видно. То есть детально, что греется, нам сейчас не сильно принципиально. Так, подаем питание. Сейчас наведу на нужную область. У нас греется явно с обратной стороны, в районе коннектора сим-лотка. Вот. Поэтому приступим сейчас к разборке и посмотрим, почему отказали в ремонте. Складывается такое впечатление, что сервисы стали как-то либо юлить при таких ремонтах, либо еще что-то. В общем, отключаем сейчас все коннекторы, отсоединяем и смотрим проблему. Юлить в каком плане? То, что по короткое замыкание по первичным цепям обычно не сильно дорогие ремонты для сервисников. Вот, несложные относительно в поиске. При оборудовании и должных знаниях вообще, можно сказать, легкими. Вот. И почему связано, что 100% его вскрывали и поломку видели, ну, то есть диагностику какую-то проводили, возможно, такую же первичную по вскрытию. Видно это по тому, что проектор точек, кто-то оставил на нем даже отпечаток пальцев. То есть вскрывали неаккуратно и зацепили отпечаток пальца на проекторе точек, ну и на камере есть. Вот. Это что сразу в глаза бросается по поводу того, что его открывали, ну, не считая проклейки. По проклейке сразу невозможно сказать, открывали, не открывали, потому что проклейка тут может рассохнуться за время эксплуатации, и как бы по ней 100% нельзя ничего сказать. Поэтому сейчас поднимем сим-лоток и вытащим плату и посмотрим, что у нас
с обратной стороны греется. С той стороны у нас по схеме может быть проблемное место, что-нибудь из передатчиков. Большая вероятность керамика. Уже более меньше, наверное, вероятность, потому что греется достаточно обширно. Вот. Но тоже не исключено. Так, поднимаем платку. Убираем все коннекторы. Вроде бы все открутил. Извлекаем. Плату не извлекали. Видно, что все на своих местах. Что касается скотча, всех винтов. Обычно это не так. Когда вскрывают, некоторые винтики могут попутать, потерять. Так, давайте смотреть. Значит, у нас нагрев с этой стороны. Больше в эту сторону. Сейчас я посмотрю под микроскопом. Если что-то глаза бросается, я вам покажу непосредственно под микроскопом. Буквально 1 секунду. Ну, чтобы не спаивать лишний раз крышку. Так, у нас с этой стороны, в принципе, что? У нас по схеме смотрим, есть парочку конденсаторов, но они далеко от места нагрева. То есть у нас нагрев в районе разъемчика под симлотки, чуть выше даже. Переворачиваем, тут у нас непосредственно уходит в эту часть по конденсаторам и U3300. Ну, в частности, она. Давайте поднимем крышечку и будем дальше думать. Так, крышку надо отпаивать. Хотелось бы минимально затрагивать родные резинки, прокладочки и так далее, но тут, походу, особо ничего не придумать. Придется крышечку эту приподнимать. Сразу сплав разы убираю лишний.
чтобы он потом нигде не соскочил, ничего не коротнул. Так, немножко сместились у меня элементы. Сейчас будем поправлять. Рамка немножко от антенны сдвинулась, поэтому сейчас будем все это возвращать. Включаю сейчас на микроскоп, вам все покажу. Не критично, но чуть-чуть добавил себе работы. Так, обратите внимание вот сюда, начиная отсюда. Вот они рамкой толкнулись сюда, сдвинулись парочку элементов. Сейчас будем их толкать обратно. И, скорее всего, проблемное место у нас вот здесь. Больно она неровно стоит. Видите? Микросхема. Скорее всего, короткое замыкание где-то в ней. Не связанное с кондерами. Видно, что она стоит криво. Вот, возможно, и после сдвига элементов на бок ушла. Ну, где-то там, в общем, кроется проблема. Поехали. Флюсу добавим по минимуму.
Продолжаем с XR. В итоге были все демонтированы защитные крышки. Крышки здесь снимаются очень сложно. Я вообще рекомендую их снять с помощью скальпеля, либо кусачками вырезать. Почему? Потому что они очень плотно припаяны, не легкосплав. В общем, можно угреть, и лучше избавиться от них механическим способом и потом уже с донора припаять на легкосплав. Значит, суть какова. Картыш у нас по VDD Mine, поднял микросхему, думал, проблема в ней, но поднял после нее по одной линии, картыш исчез, а по линии VBAT картыш все равно остался. Так как вот тут было задето немножко компонентов, подумал, что коротыш замкнул по VDD Mine с массой и на тепловизор не реагирует. Поднял микросхему, коротыш остался. Дальше пришлось демонтировать со стороны процессора, со стороны передатчиков, потому что по схеме, если смотреть, то этот VDD Mine расходится по передатчикам вот на эту сторону, со стороны процессора и со стороны контроллера питания. Конечным итогом был снят контроллер питания. Под микроскопом был найден сразу виновник торжества, вот. Но потом опять же тепловизором я его добил. То есть под вот этими крышками тепловизор соответственно не покажет, так как у нас большущая защита по теплоотводам и по защитным крышкам. Давайте покажу по тепловизору и покажу по разрешать, и покажу под микроскопом. Значит, виновник торжества вот этот конденсатор, вот он, цепи Mine. Сейчас будем также устанавливать, накатывать микросхемы обратно, но это уже чуть-чуть другая история. Я думаю, стартанет все. Под микроскопом у нас картинка следующая. Вот он, этот виновник торжества, конденсатор, находится под вот этой крышкой. Сейчас настроюсь и покажу. Не знаю, передает ли микроскоп, но вот под вот этим углом видно, что на керамике есть скол. Вот он. Как видите, хороший сколик. Мы его сейчас отпаиваем и проверяем, проблема в нем или есть еще где-то какие-то нюансы. Кондер достаточно большой. Вот. И нагрев у него достаточно должен быть приличный. Добавим немножко флюса. Есть. Сняли. Ну и прозваниваем цепочку на короткое замыкание. Так, вот это у нас минус. А нет, вот он минус. А это у нас сторона плюс. Короткого нету, появилось падение напряжения под 300 милливольт. Ну и соответственно при подаче VDD Mine сейчас у нас по идее должно быть все хорошо. Пробуем подать. Супер, потребления нету. Так. Ну что, теперь надо вернуть все микросхемки на свое место. Тепловизор теперь можем убрать, больше не потребуется. Накатываем чарджер и какую-то микросхему еще одну снимал. Так, ставлю на паузу и вернемся уже
в процессе накатки. Аппарат стартанул, все показывает, все работает, стоит на пароле, вот, все нажимается, все функционирует. В общем, вот такой вот аппаратик. Предыстория, я, наверное, в самом начале говорил, отнесли по гарантии, телефон потух, отнесли по гарантии, проблема оказалась все-таки в керамическом конденсаторе, скорее всего, все-таки от удара. В гарантии явно отказали не просто так. Потом он попал в сервис у нас местный, там приговорили под замену материнскую плату, ну, типа ремонту материнка не подлежит. Ну, как видели в самом начале ролика, ее даже никто не открывал. Повозиться, конечно, пришлось немножко, но тем не менее получилось его оживить. Сейчас вот старый чарджер я все-таки поставлю на плату донора. С донора снимал микросхемку, плата дохлая, но смысл в том, что залоченная. Вот, снимал вот таким же образом, срезал кусочек вот этой железячки. Менять, спаивать не вижу смысла, потому что все повздуется. Очень плотный припой высокотемпературный. В общем, проблемно снимать. В общем, сейчас я закину для интереса сам чарджер, может он и живой на этой плате, потому что короткое замыкание у нас по первичке, по конденсатору. Но на всякий случай, чисто для успокоения души, убедиться, дохлая или не дохлая микросхема, закину на эту плату. Но аппарат, который ремонтировался, запустился, работает. Конечно, с большими трудозатратами в плане вот этих крышек. Сейчас надо будет где-то поискать комплектик крышек и запаять все на плату рабочую. Если комплекта не найду, то распаяю сейчас iCloud плату и все туда закину. Вот. Ну и как бы хотелось бы минимально сохранить плату. Вот. Ну, как бы посмотрим. Возможно, какой-то байпасик просто появится, и плату не очень хочется сильно распотрошить на запчасти. То есть еще, возможно, сгодится. Так, ну и кому интересно, значит, вернул на донорскую плату контроллер питания от того телефона, который у нас был в ремонте. И у нас есть 1400 потребления, то есть примерно то же самое, что и было. Видимо, на той плате, которую ремонтировали, сдох керамический конденсатор, который в цепи VDD Mine. А так как тут цепь VDD Mine сделана интересным образом, у нас через чарджер, так, сейчас покажу, через чарджер уходит как нагрузка, и сдохла керамика, потом за собой потянула чарджер. То есть по какому принципу? Тут у нас идет от контакта аккумулятора на чарджер, вот он. Дальше, как видим, на VDD Mine он не уходит. После чарджера у нас уходит на, сейчас найдем, можем просто по вот этому дохлому кондеру, вот она на VDD Mine через вот эти вот катушки. Сейчас покажу. Сорян, уходит на резистор, вот на этот. С этого резистора уходит уже на VDD Mine. Ну вот сюда, на этот кондер. Кондер сдох.
через резистор у нас уходит сюда, если уже в обратном порядке смотреть, уходит на чарджер. Чарджер греется как нагрузка. То есть за счет того, что короткое замыкание по VDD Mine, по BAT, по вот этому кондеру PP VDD Mine, здесь у нас коротыш, дальше греется сам чарджер через вот этот резистор, приходит на U3300 и, соответственно, чарджер сдох. Как бы двойная поломка. В общем, вот так вот. Бывает и такое. Двойная, потому что сдох сам керамический конденсатор и за собой потянул основную микросхему U3300. Вот так вот. Так, ну на этом ремонт я не заканчиваю. Как видите, у меня отсутствует прошивка модема. Это говорит о том, что у нас не будет работать сеть. Давайте посмотрим на звездочка решетка 06 решетка. Как видим, не отзывается, то есть просто пустое сообщение. В общем, по XR это болячка по всем, наверное, моделькам. Ну, то есть типовая. У них отваливается трансивер, усилитель и сам модем. Они находятся у нас под компаундом. И чаще всего в XR виноват именно модем. Но так как они рядом и нужно будет, получается, чтобы двойную работу не делать, снимаем все три микросхемы. Вот так это выглядит. Тут я уже закадровая озвучка, и, ребят, уж извините, потому что, ну, там просто куча времени на него ушло, и все это было не в одно время. Плюс параллельно ходят клиенты, мешают, отвлекают. В общем, платы подготовил, плату точнее, все три посадочных места. Вот так вот это выглядит. Все, что вы видите, это пустышки. А вот под микроскопом сейчас покажу, как выглядит именно пятаки по самому модему. Я думаю, здесь сделаю где-нибудь вставочку, как это выглядит. По самому модему он практически весь в серых пятаках. То есть вероятность какова была по аппарату. Либо при снятии крышки, которая относится у нас к модемной части, отвалились все эти трансиверы. Вот где-то какой-то отвалился пятачок. Ну, соответственно, нет контакта, потому что компаунд за собой вообще подтягивать нефиг делать эти микросхемы. Ну и как обещал, вставочку с микроскопа. Это у нас сам модем. Если обратить внимание, он у нас практически весь в серых пятаках. Делал зачистку оплеткой, но в принципе это особо не помогает, потому что каждый пятачок пришлось еще зачищать отдельно самим жалом паяльника, потому что оплетка просто физически не брала эти пятачки. В общем, они прям практически все серые. Давайте видео ускорю, чтобы не тратить время, и перейдем уже к накатке самого модема и микросхем остальных. Продолжаем ролик. В этом моменте видео, значит, накатка самих микросхем. Микросхемы накатали уже за кадром, по-моему, тоже видео вставочки будет. Сам процесс перекатки не показывал, но это, в принципе, процесс несложный. Думаю, всем и так понятный. Устанавливаю 3 микросхемки. Тут я в одном моменте забыл, что у меня 2 компонента снесены, то есть там 2 резистора. Сейчас я их также восстанавливаю. И, соответственно, буду устанавливать эти микросхемки. Я, наверное, в этом моменте просто сделаю вставочку какого-нибудь, не знаю, музыкального трека. Послушайте, кому интересно, можете посмотреть или промотать. В принципе, я думаю, если до этого момента добрались, то, в принципе, вы и так уже большой молодец. Так как мы уже смотрим, наверное, порядка 30 минут этот ролик. А поэтому я буду с вами прощаться. Всем пока, удачи в работе, увидимся в новых видео. Также не забудьте подписаться на канал, поставите лайк. Ну и оставьте свой комментарий, мне интересно послушать, что вы думаете об этой модели XR. У нас по статистике в сервис приходит в основном с именно концом вот этого видеоролика, то есть отвал сети, и у всех практически вот именно такая история по сетке. Вообще считаю, что сама модель XR неудачная, несмотря на то, что она не двухэтажная, как современные iPhone X и выше. Именно XR почему-то вот в работе самый неудачный телефон. Вот это наша статистика именно по сервису. В общем, жду ваших комментариев. Всем пока. Увидимся.